Вместе со своей цифровой вещательной станцией компания Rode выпустила вот такие микрофончики для подкаста. Ну, что здесь сказать? Маленькие да удаленькие. Давайте смотреть их вместе, ну и, конечно же, слушать. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Давай запишем», где мы говорим про аудио. Перед тем, как мы с вами начнем основную часть, стоит упомянуть, что весь сегодняшний ролик по звуку будет записан с помощью PodMic. Этот микрофон у нас заходит в звуковую карту Babyface Pro, с которой мы подаем усиление в 47 дБ. Создан PodMic в основном для дикторского голоса, ну и для подкастов, что следует из названия. И как мы все с вами прекрасно знаем, далеко не все студии для записи подкастов оборудованы правильно. Я имею в виду какую-то акустическую обработку, я имею в виду отсутствие шума за окном, я имею в виду, не знаю, отсутствие бабушки, которая вдруг решила пойти на кухню, посмотреть свой сериал и поготовить обед, потому что, мы все с вами понимаем, что подкасты могут писаться и дома, тем более, друзья, 21 век на дворе. Естественно, что во время подкастов, возможно, вы что-то будете искать и клацать по клавиатуре своей механической, совковой, если у вас такая есть, как у меня. Естественно, все это дело отсекается, поскольку этот микрофон обладает узкой направленностью. Давайте я вам продемонстрирую. Я начинаю говорить вне оси направленности. Куда-нибудь сюда, куда, не нужно, по идее, говорить, когда вы пользуетесь таким микрофоном. И вы слышите, что мой голос уходит на задний план, а на переднем плане появляется помещение. Я возвращаюсь назад, оп, раз, два, три. Мой голос снова на переднем плане, помещение по минимуму, и все шумы, они отсекаются. Остается только диктор. Каких-то переключателей вроде отсечения низкочастотной составляющей в виде локата на микрофоне нет. Зато внутри присутствует подвес, который способен глушить какие-то низкочастотные вибрации, например, стуки по столу, что может, естественно, помочь при записи вашего подкаста. Также здесь имеется встроенный поп-фильтр, и за счет решеточки идет отсечение сибилянт. Это очень здорово, и это, опять же, поможет правильно передать все нюансы вашего голоса. К нам в гости заглянул вот этот микрофон. Я думаю, вы помните, что это SuperLux, конденсаторный микрофон. Он также дикторский, также для подкастов, который мы решили сравнить с PodMic, потому что стоят они примерно одинаково, этот чуть-чуть подороже, и они отличаются. Давайте слушать. Я перешел на SuperLux. Напоминаю, что это конденсаторный микрофон, поэтому для его работы нам нужна фантомка. Он заходит у нас в тот же самый аудиоинтерфейс, только на второй канал. И на этот микрофон мы подаем 17 дБ. Сюда 47, напомню, сюда 17. И все это дело звучит следующим образом. Очень важная особенность и фишка у микрофонов для подкастов — это работа с паразитными взрывными пэшками, бэшками и сибилянтами. Поэтому давайте устроим небольшой тест именно на эти самые паразитные штуки. Например, бабушка, испеки, пожалуйста, пироги и принеси блины. И на PodMic. Бабушка, испеки, пожалуйста, пироги и принеси блины. На какие-нибудь тески, я не знаю, можно вполне стандартное слово сосисочное, сосисочное. И здесь сосисочное. Вот так и работают эти два микрофона. Под конец обзора мне стало интересно, а можно ли использовать PodMic для записи вокала? Это микрофон дикторский, он отсекает все постороннее, и мне кажется, это идеальный вариант для записи вокала дома. Давайте проверим на вокальном тесте. Я уже давно потерял счет дням, сколько их прошло, уже не знаю и сам. И почти не жду, что найду ответ. Ты была реальна или это мой бред? Я тебя создал по обрывкам снов, с чистого листа рисуя эту любовь. И в какой-то миг, ощутив твой пульс, я думал, это сон и так жалел, что проснусь. Но каждый день, каждый прожитый час я видел небо в глубине твоих глаз. И если это просто мой бред, я буду в нем жить, никому не открыв секрет. А если ты дана мне награду, то что еще мне может быть надо? Ведь я живу теперь, только если ты рядом. А если ты со мной, я могу дышать.
Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый вдох для тебя одной. Сердце бьется вновь, если ты со мной. А если ты со мной, мир меняет цвет. И других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной. Что хотелось бы сказать в итоге? Несмотря на свой маленький размерчик, микрофон тяжелый. Очень тяжелый. Он весит почти килограмм. Будьте осторожны и очень внимательны при выборе стойки, особенно при выборе пантографа. Я притащил из дома свой K&M, у него максимальная нагрузка в 800 грамм. Мы немножечко перебираем, но в целом стойка держится, не наклоняется, так что тут прокатывает, можно так сказать. Если кратенько подводить черту, то, опять же, микрофон обладает узкой направленностью, это отсекает ненужную реверберацию, так же, как и шум комнаты. У нас есть подвес, который отсекает всякие стуки по столу руками. У нас есть поп-фильтр и решетка, которые позволяют бороться с взрывными согласными и сибилянтами. Собственно, отличный микрофон для начала подкаст-карьеры. А на сегодня все. Напишите в комментариях, как вам этот микрофон, поставьте лайк, если понравилось видео, и подпишитесь на канал, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, про аудио, друзья. Всем пока. Запись. Сейчас, секунду, я отключу шумного дядьку. Шумный дядька, отключайся. И звук пошел.